Каждый из нас порой любуется сиянием звезд в ночном небе. Не исключено, что в это самое время из глубин космоса кто-то с восхищением смотрит на далекую яркую точку – наше Солнце. Подобных наблюдателей может быть очень много. Что вы скажете о 22 триллионах жителей Вселенной? По крайней мере, такое население мирозданию приписывал шотландский церковный служитель и научный писатель Томас Дик. В основу своих расчетов он положил плотность населения Англии своего времени – 280 человек на квадратную милю. Правда, все это было еще в 1848 году. С тех пор мы неплохо изучили планеты Солнечной системы и нашли множество миров в глубине космоса. Но нигде не обнаружили зеленых человечков или слизней, муравьев, комаров. Вообще никого. Однако Томас Дик может в чем-то оказаться прав. В последнее время ученые все чаще сообщают о признаках обитаемости планет. Давайте посмотрим на такие миры, совершив к ним космическое путешествие. Только предупреждаем, в этот раз придется быть особенно осторожными. Иначе можно ненароком уничтожить с десяток другой инопланетян. Когда люди поняли, что в глубине космоса кто-то может быть? Вполне возможно, с доисторических времен. Однако массовое увлечение инопланетной жизнью началось после того, как в 17 веке Галилео Галилей в телескоп рассмотрел небеса поближе. Он заметил там массу невероятных вещей. Луну, например, покрывали странные темные пятна. Что это могло быть? Астрономы посчитали пятна морями, которые наверняка кишат водными обитателями. Теперь мы знаем, что они ошибались. На самом деле лунные моря представляют собой огромные плато из темного базальта, образованные в результате древних извержений вулканов. Позже теории об инопланетной жизни выдвигали другие ученые. Самая оригинальная идея принадлежит знаменитому философу Иммануилу Канту. Он предположил, что разумные существа обитают на каждой планете Солнечной системы. При этом ум и интеллект выше у тех рас, которые дальше от звезды. Типа того, что Солнце сильным излучением иссушает мозги обитателей ближних миров. Получалось, что жители Меркурия почти идиоты, зато сатурнианцы практически гении. Невероятная идея. Но вряд ли ее можно считать научной. А как с версией Уильяма Гершеля, который был профессиональным астрономом? В 1870-х годах он заявил, что измерил рост марсиан. Используя самый мощный телескоп того времени, астроном определил размер Марса, продолжительность его времен года и суток. Гершель пришел к правильному выводу, что красная планета меньше нашей, потому ее гравитация слабее. Он предположил, что при низкой силе тяжести марсиане окажутся намного выше людей. Правда, самих жителей планеты ученый, как мы знаем, не нашел. В научном сообществе прошлых эпох выдвигалось еще много не менее ошеломительных версий. Но после исследования Луны и Марса никаких признаков внеземных существ там не оказалось. Самые продвинутые современные телескопы и космические аппараты не обнаружили признаков жизни и в других регионах Солнечной системы. В связи с этим интерес к внеземной жизни как-то поутих. Но в последние годы появились новые, более мощные телескопы, такие как ТЭСС, Кеплер, Хаббл и Джеймс Уэбб. Они невероятно расширили возможности поиска обитаемых миров. С их помощью астрономы уже открыли более 5500 экзопланет, в том числе ряд землеподобных, которые вращаются в обитаемых зонах своих звезд. Неудивительно, что у людей вновь вспыхнуло увлечение темой инопланетян. Астрономы тоже усердно ищут в космосе признаки жизни. Конечно, никому не удалось рассмотреть на далеких экзопланетах львов, тигров, носорогов или других подобных земным животных. Не найдено и следов развитых цивилизаций. Тем не менее, большим достижением можно считать уже то, что в последнее время мы можем познакомиться с мирами, похожими на Землю. Раньше ученым попадались преимущественно газовые гиганты. Так недавно стало известно, что на расстоянии 137 световых лет от нас находится суперземля ТОИ-715b.
Ее радиус в 1,55 раза больше, чем у Земли, и у нее твердая поверхность. Экзопланета находится очень близко к своей звезде и совершает полный оборот по орбите всего за 19 дней. Если бы Земля находилась на таком расстоянии от Солнца, то представляла бы собой обугленный безжизненный шар. А той 715b хоть бы что. По определению астрономов, она даже попадает в обитаемую зону своей звезды, маленького тусклого красного карлика. Относительно прохладное светило не сжигает безумным жаром своего ближнего сателлита. Однако красные карлики отличаются взрывным характером, и при его очередной вспышке, вероятно, закончилось бы для обитателей экзопланеты катастрофически. Хотя не для всех. Какие-то микроорганизмы теоретически способны спастись от смертельного потока излучения звезды под поверхностью ТОИ 715b. Мы можем найти на Земле подобных экстремалов. Микробы живут в горячих гидротермальных источниках, где температура воды выше точки кипения. Самое удивительное в том, что вареные моллюски остаются вполне бодры и активны, а колония бактерий Deinococcus radiodurans в течение года находилась в открытом космосе и побила все рекорды выживаемости. Микроорганизмы не только не погибли, но и создали новые механизмы для восстановления повреждений в своих клетках. Не исключено, что в космосе обитают еще больше экстремалы. Ученые уже находят признаки их присутствия вне Земли, хотя пока речь идет об очень слабых намеках. Чтобы выяснить все точнее, нужны более глубокие исследования. Специалисты со всего мира сейчас активно разрабатывают методы, которые помогут нам раскрыть эту тайну. Недавно представлена подробная стратегия поиска внеземной жизни, которая включает 4 основных положения. Первое из них вполне предсказуемо. Речь идет как раз о поиске перспективных для поддержания жизни экзопланет. Ученые сосредоточат свое внимание на тех, что находятся в обитаемой области своих звезд или зоне Златовласки. На этих небесных телах условия должны быть в самый раз для живых существ, по крайней мере, в нашем понятии. Какими должны быть подобные миры? Как показали исследования ученых Австрийской академии наук, больше всего подойдут планеты размером примерно с Землю. Мощная атмосфера очень крупного и массивного объекта создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации, чтобы удержать свою атмосферу. Тогда ее поверхность будут заливать потоки смертельного излучения. Радиация стерилизует объект, не оставив там ничего живого. Многие астрофизики считают, что планете также нужна правильная атмосфера, тектоника плит, вулканическая активность. Причем подобные условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Словом, необходимых параметров очень много, и, казалось бы, трудно найти в космосе подходящие миры. Однако команда астрономов из США считает, что гостеприимные для жизни планеты более распространены, чем предполагалось ранее. Треть из них может быть расположена внутри зоны Златовласки. По оценкам астрономов, в Млечном Пути 100 миллиардов звезд и примерно столько же планет. Следовательно, потенциально обитаемыми способны оказаться более 30 миллиардов миров. Прежде всего, на них должна быть вода в жидком виде. Это важно по нескольким причинам. Вода растворяет большинство молекул, но не все. Также она играет важную роль в метаболизме живых существ. В воде не разлагается широкий спектр сложных органических веществ, и она сама под действием внешних факторов в течение миллиардов лет не теряет своих свойств. Следовательно, в обитаемой зоне должна быть температура, при которой вода не замерзнет или не испарится. Для этого планете нужно место на подходящем расстоянии от звезды. На каком именно? Все зависит от типа светила. У желтых карликов, как наше Солнце, эта зона находится примерно в границах 0,7, 1,55 астрономической единицы от них. В системах раскаленных голубых звезд такая область будет отодвинута от светила в несколько раз дальше.
Зато экзопланеты могут приблизиться буквально вплотную к относительно прохладным и тусклым красным карликам. Это общий принцип. Если же рассмотреть его подробнее, то придется учесть еще множество нюансов. Например, форму орбиты планеты. Как она меняет зону Златовласки. Чтобы это выяснить, исследователи из разных стран сосредоточили внимание более чем на 150 планетах, вращающихся вокруг красных карликов. Исследователи использовали данные телескопов Кеплер и Гайя для изучения орбит небесных тел. Авторы исследований еще раз подтвердили, что круговые орбиты более благоприятны для сохранения воды в жидком виде. Кроме того, тонко сбалансированные несколько растянутые орбиты позволяют экзопланетам вращаться вокруг своей оси. Тогда эти миры излишне не раскаляются и не замерзают. Следовательно, на них может быть жидкая вода. Некоторые экзопланеты, возможно, полностью залиты океаном воды. Так, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб нарисовал захватывающую картину одной из них. Мы полюбуемся этим зрелищем, отправившись к экзопланете К2-18b в созвездии Льва. Она расположена примерно в 120 световых годах от нас в обитаемой зоне своей звезды. Новые данные космического телескопа Джеймс Уэбб говорят о том, что К2-18b, скорее всего, покрыта океаном. В 2021 году астрономы из Кембриджского университета определили такие водные миры как потенциально обитаемые. Конечно, в далеких регионах космоса невероятно сложно что-то выяснить наверняка. Возьмем хотя бы ту же температуру. Это одна из ключевых характеристик экзопланет, и ученые уже неплохо умеют ее определять. Но все равно при ее расчете возможна масса неточностей. Нужны подробные сведения об атмосфере небесного тела, отражательной способности его облаков, наличии или отсутствии парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей во время космического путешествия вместо комфортного мира нетрудно попасть в раскаленный или ледяной ад. Насколько катастрофической может оказаться ошибка? Мы можем убедиться в этом на примере Земли. Представим, что некие инопланетяне пытаются вычислить точную температуру на нашей планете. Они постарались учесть все параметры, даже отражательную способность земных облаков. То есть исключили солнечный свет, который уходит обратно в космос, не нагревая поверхность. И только эффект парниковых газов далекая цивилизация проигнорировала. Казалось бы, ничего ужасного в этом нет. На самом деле инопланетяне получили совершенно неправильный результат. У них вышло, что Земля – замороженный мир, непригодный для жизни. Даже расчет средней температуры поверхности Венеры на основании только отражательной способности ее облачного покрова может показать температуру поверхности минус 10 градусов Цельсия, и это на раскаленной, как духовка, планете. Но может эффективнее просто искать на небесных телах признаки жизни. Если они там есть, то об условиях беспокоиться не стоит. Значит, обитателям далеких миров подходит их общий дом. А мы можем найти их следы с помощью биосигнатур. Так исследователи называют молекулы, которые указывают на жизнедеятельность каких-либо организмов. В стратегию поиска внеземной жизни включено определение биомаркеров в атмосфере экзопланет. И две команды астрономов с помощью космического телескопа Хаббл уже сделали ценную находку. Они проанализировали атмосферу той же экзопланеты К2-18b. Кроме огромного количества водорода и гелия, ученые выделили там много водяного пара. Вода в том мире, вероятно, конденсируется в облака, которые могут вызывать дождь. Кроме того, Уэбб в атмосфере экзопланеты нашел диметилсульфид. Для многих из нас это просто сложное слово, обозначающее какое-то соединение. На самом деле диметилсульфид на Земле выделяют только живые существа, в основном морской фитопланктон. Но присутствие этого соединения на К2-18b еще требует окончательного подтверждения. Тем временем астрофизики ищут признаки жизни в атмосферах других планет.
В основном они надеются засечь газообразные азот и кислород, углекислый газ, метан, аммиак, водяной пар. Например, наличие кислорода в атмосфере может быть признаком активной биологической деятельности. Только вот тщательные поиски большого количества маркеров на далеких небесных телах очень сложная и трудоемкая задача. Но недавно исследователи предложили теорию, которая может все упростить. По мнению ученых, вероятность жизни всегда будет выше на планетах с меньшим количеством углекислого газа, чем у соседок по звездной системе. Если речь идет об объекте земного типа, такая разница в составе атмосферы может свидетельствовать о наличии на его поверхности жидкой воды. А это, как мы знаем, повышает шансы на развитие жизни. Исследователи отмечают, что их метод значительно эффективнее и технически проще, чем те, к которым прибегали ранее. Первые результаты работы это подтвердили. Астрофизики сравнили Землю с ее соседями по Солнечной системе. Оказалось, что наша планета содержит значительно меньше углекислого газа в атмосфере в сравнении со всеми другими. По мнению ученых, за это мы в первую очередь должны благодарить океаны нашей планеты. Еще один перспективный маркер наличия на планете жизни – фосфин. Он может быть побочным продуктом каких-либо существ. Фосфин, к примеру, нашли в облаках Венеры. И, может, там обитают неизвестные микроорганизмы. Трудно поверить в версию о том, что некто способен выжить в условиях этой адской раскаленной планеты. Однако данные японского космического корабля Акацуки показывают, что на Венере не все так плохо. Ее облака неоднородны и меняются со временем. В газообразном мареве над планетой есть области, где температура и давление аналогичны земным. Жизнь может найти безопасную гавань в той среде. Хотя вряд ли облачные обитатели будут похожи на земных. Для любого существа на нашей планете условия в клубящейся оболочке Венеры оказались бы смертельными. В облаках Венеры мало воды и много серной кислоты. Вместе с тем, нельзя исключить, что как раз этот химический состав окажется раем для каких-то существ. Жизнь вообще может принять совершенно невероятные формы, и это осложняет ее поиски. Планетолог Майкл Саммерс и физик Джеймс Трефилл выделяют 3 вида жизни: подобную нашей, не похожую на земную и совершенно не ту, что мы наблюдаем на своей планете. Первая включает в себя земную флору и фауну. Она состоит из соединений углерода с жидкой водой в качестве растворителя. Второй вид жизни подразумевает химию, основанную на других элементах, таких как кремний. Третий – темная лошадка. Иными словами, форма жизни может оказаться настолько за пределами нашего воображения, что мы не сумеем ее идентифицировать. По мнению ученых, до сих пор точно не ясно, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной. Значит, нужно акцентировать свое внимание на разных, в том числе совершенно аномальных биосигнатурах. Но как можно искать то, что за пределами самых смелых фантазий? Ученые предложили вполне реальный способ. Нужно использовать технологии машинного обучения, запрограммированные на выявление нужных аномалий в спектральном анализе небесных тел. Исследователи считают, что с помощью искусственного интеллекта процесс обработки данных ускорится. Кроме того, даже при отсутствии одной или нескольких известных биосигнатур, умный алгоритм сумеет правильно во всем разобраться. При необходимости машина отнесет нужную планету к потенциально обитаемым. Таким образом, ученые не пропустят следы внеземной экзотической жизни. Но может всплыть очень много сюрпризов, ведь часто теоретические модели не совпадают с данными наблюдений. Чтобы быть к ним готовыми, необходимо спуститься с небес на Землю, то есть исследовать не только атмосферу, но и поверхность далеких объектов. И это еще одна составляющая стратегия поиска внеземной жизни. Для ее реализации астрофизики используют самые современные методы. В первую очередь наблюдение с помощью продвинутых телескопов. Аппаратам приходится проникать сквозь атмосферу экзопланет или пылевые облака вокруг них. Далеко не все можно различить сквозь подобную пелену на поверхности далеких тусклых небесных тел. В
Впрочем, уже есть предложение, как облегчить эту задачу. Какую-то подсказку о поверхности планеты может дать опять же исследование ее атмосферы. Вернемся для примера на К2-18b. Как мы говорили, ее поверхность может быть залита океаном жидкой воды. Это должен быть гигантский водоем, но увидеть его напрямую, на огромном расстоянии, все равно невозможно. Тем не менее, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сумел как-то выяснить. Обсерватория выявила углеродосодержащие молекулы метана и углекислого газа в атмосфере планеты. В НАСА заявили, что эти молекулы в сочетании с нехваткой аммиака подтверждают идею, что поверхность того мира покрыта океаном. Но есть и более оригинальные идеи. Одна из них предполагает, что отличным указателем на обитаемость планеты является ее цвет. Звучит как-то не очень, но давайте разберемся в этом подробнее. Если во время космического путешествия вы увидите, что все вокруг фиолетово, значит, это не означает приступ депрессии. Наоборот, стоит посетить такой мир и познакомиться с ним поближе. Он может оказаться обитаемым. На Земле подавляющее большинство растений имеют зеленый цвет. Они производят кислород, являющийся основой жизненных процессов для остальных организмов на нашей планете. Неудивительно, что обитаемый мир в человеческом представлении зеленый. Однако в новом исследовании ученые предположили, что на самом деле где-то далеко от нас все может быть иначе. Зеленый цвет растениям придает пигмент хлорофилл, который позволяет превращать в химическую энергию электромагнитные волны видимого диапазона. Растительность на других планетах может иметь не зеленый, а пурпурный или фиолетовый цвет. Такие растения есть и на Земле, хоть и в небольшом количестве. Они черпают энергию от инфракрасного излучения, а не фотосинтеза. В этом плане ученых особенно интересуют пурпурные водоросли. Они достаточно распространены в глубинах земного океана, где получают энергию от инфракрасного излучения. А вот с остальных территорий пурпурные водоросли почти полностью вытеснены своими зелеными родственниками. Химические реакции, связанные с поглощением инфракрасного света различными пигментами, не столь энергетически эффективны, как фотосинтез. Потому ученые предполагают, что фиолетовые растения доминировали на Земле до появления хлорофилла, а затем практически исчезли. Зато на планетах, где подавляющая часть звездного излучения приходится именно на инфракрасный диапазон, все могло происходить иначе. Там пурпурные водоросли могли доминировать и дать начало значительно более сложным формам растений. Вполне вероятно, что вся суша таких миров покрыта фиолетовыми лесами или лугами. Чтобы лучше понять, насколько это реально, ученые собрали образцы более 20 различных видов пурпурных водорослей из самых разнообразных земных сред. Пробы взяты на мелководье океана, из болот и глубинных термальных источников. Оказалось, что за преобразование инфракрасного излучения отвечает не один, а целый ряд пигментов желтой, оранжевой, коричневой и красной окраски. Вместе они дают пурпурный или фиолетовый цвет. В будущем это расширит параметры поиска обитаемых миров. Тем временем ученым все чаще попадаются биомаркеры на поверхности планет Солнечной системы. Выявить их помогают продвинутые технологии дистанционного зондирования и отправка на объекты роботов-исследователей. Космические аппараты спускаются на планеты и проводят геологические, а также иные изыскания. В основном это касается Марса. Марсоходы успели не раз порадовать научный мир невероятными находками. Сначала в атмосфере Красной планеты был обнаружен метан. Затем марсоход Curiosity сумел выделить органические соединения в скалах внутри кратера Гейл. В структурах некоторых из них есть сера, которая помогает органике не разрушиться со временем. Все это, конечно, не говорит о том, что Марс полон микроорганизмов, но жизнь точно не может существовать без подобных молекул. Хороший пример тому ДНК и белки. Так что ученые продолжают тщательно изучать всю органику, ведь она может подтвердить наличие жизни на Марсе, пусть даже в прошлом.
К тому же, по одной из версий астрономов, эти молекулы только части еще больших и сложных структур. Следующим космическим миссиям, возможно, удастся больше углубиться в грунт, чтобы их найти. Марсоход Perseverance, последователь Curiosity, пока эти таинственные структуры не нашел. Но аппарат сделал другие, порой шокирующие открытия. Одним из самых важных его достижений ученые считают органические соединения, найденные в недрах каменной скалы под названием Гарде. Марсоход использовал свою дрель, чтобы проникнуть внутрь камня и проанализировать его образцы, а затем определил их состав с помощью аппарата для сканирования на камере Шерлок. Что означает находка Perseverance? Неужели наконец-то обнаружены следы жизни на другой планете? Это было бы, наверное, самым крутым открытием века. Однако ученые не спешат с однозначными выводами. По их мнению, органику нельзя на все 100% считать доказательством наличия биологических процессов на планете. Углеродные молекулы могли быть сформированы в результате геологической активности Марса, а не белковых форм жизни. Какая из версий окажется более верной, покажут будущие исследования. Молекулы отправят на Землю для более тщательного анализа. С этой целью исследователи готовят специальную миссию на Марс. Perseverance уже создал для передачи на Землю 45 пробирок с образцами горных пород и атмосферы. Марсоход также продолжает осматривать каждый участок кратера Эзеро и фиксировать все события на фото или видео. Кто знает, какие удивительные снимки он нам еще пришлет. И марсоходы не единственные аппараты, которые исследуют далекие небесные тела. Некоторые космические зонды помогли ученым сделать просто фантастические открытия. Чтобы узнать об одном из таких ярких и неожиданных достижений, мы отправимся на карликовую планету Церера. Она является самым большим объектом подобного типа в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Цереру исследовал космический аппарат Dawn. Он показал, что карликовая планета просто засыпана водяным льдом, а еще на ней обнаружены сложные органические молекулы. Ученые долгое время не могли понять, как образовались эти вещества, необходимые для появления жизни. Синтезированы ли органические молекулы в недрах самой Цереры, или же туда их доставили богатые углеродом астероиды? Молекулы были обнаружены возле кратера шириной примерно 50 километров, который остался после удара какого-то крупного космического камня. Так что чаша весов склонилась в пользу теории астероидного происхождения органики. Однако в последнее время ученые начали сомневаться в этой версии. Новые наблюдения астрономов из университета Джона Хопкинса показали, что органические вещества на Церере являются более распространенными, чем считалось ранее. Все они проявляют себя полностью устойчивыми к условиям на карликовой планете. Это говорит в пользу того, что органика местного происхождения. Церера – самая маленькая из карликовых планет Солнечной системы, диаметром всего 950 километров. Но она, как выяснилось, теоретически может поддерживать какие-либо формы жизни. А что если посмотреть на более мелкие небесные тела – спутники планет? При поиске обитаемых космических объектов астрономы долгое время не обращали на них никакого внимания. Но сейчас все изменилось. Некоторые спутники даже попали в топ среди кандидатов на обитаемость. И в рамках новой стратегии поиска жизни в космосе ученые выделили Луны в особую категорию. Правда, у далеких экзопланет сателлиты пока не обнаружены, хотя уже есть несколько кандидатов. Возможно, спутником обзавелся газовый гигант ВАСП-12b из созвездия Возничего в 870 световых годах от Земли, а горячую экзопланету Кеплер-1625b предположительно сопровождает почти двойник Ио, который является спутником Юпитера. Но пока еще рано говорить об обитаемости этих далеких маленьких небесных тел, ведь о них практически ничего не известно. Тем не менее, такие объекты представляются ученым все более перспективными. Астрономы Рочестерского университета в последнем исследовании выяснили, что скалистая планета с большой Луной может иметь хороший потенциал для жизни. Спутник, как наша Луна, способен контролировать важные аспекты жизни планеты,
включая продолжительность дня, океанские приливы и стабильный климат. Именно такие пары объектов ученые будут искать в космосе. Между тем, луны планет Солнечной системы намного ближе к исследователям, и их уже выявлено более 200. Некоторые из спутников продемонстрировали просто уникальные свойства. Куда нам стоит отправиться в полет, чтобы с ними познакомиться? Начнем, пожалуй, с Энцелада. Этот ледяной спутник Сатурна размером со штат Аризона или с Польшу – чудесное место. Об отдыхе там мечтал бы любой житель Земли. Из многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые водяные гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны может находиться океан. По предположениям ученых, вполне возможно, этот огромный водоем обитаем. В системе Сатурна работал космический аппарат Кассини. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа смог определить их химический состав. Ученые постоянно анализируют данные спектрографа, находя там признаки присутствия все новых и новых химических веществ. Сначала им попался хлорид натрия, более известный как поваренная соль. Затем астрофизики из Университета Вашингтона обнаружили фосфор и другие молекулы, необходимые для органической жизни. Постепенно на этой Луне нашли все химические элементы, необходимые для формирования живых клеток. Ученые, к тому же, считают Энцелад чрезвычайно похожим на совсем юную Землю. Луна, как и наша планета в те далекие времена, содержит глубоко под поверхностью огромное количество горячих вулканических источников. Эти раскаленные гейзеры могут давать достаточно энергии для поддержания жизни даже внутри спутника, куда никогда не попадают солнечные лучи. По мнению ученых, найти странных обитателей океанского дна Энцелада возможно уже на современном уровне развития технологий. Нужно только еще раз внимательно исследовать выбросы гейзеров с помощью спектрометров. Подобными исследованиями сейчас занимается команда ученых из Американского университета Вашингтона. Они разработали метод, который позволит наблюдать отдельные бактерии, если гейзеры будут выбрасывать их с поверхности Энцелада. Исследователи доказали, что масс-спектрометрия может находить даже меньшие объекты, такие как отдельные молекулы аминокислот и других компонентов, входящих в состав белков. Если подобный анализатор разместить на космическом аппарате, он сможет точно определить, есть жизнь в подземном океане спутника или нет. И ученые решили не терять времени. Миссию к этому небесному телу объявили одной из самых приоритетных для себя НАСА и Европейское космическое агентство. Впрочем, возможно, раньше мы найдем жизнь на Европе, спутнике Юпитера. На октябрь 2024 года запланирован старт миссии Европа-Клиппер. Предполагается, что аппарат 44 раза облетит Луну. Ученые ожидают, что он подтвердит существование океана на этом спутнике, измерит толщину ледяной оболочки Европы, а главное, зонд поможет окончательно определить биологический потенциал спутника, разреженная атмосфера которого состоит из кислорода. Космический аппарат соберет образцы материала из трещин на поверхности Европы, сквозь которые из ее глубин просачивается вода, и иногда выходит водяной пар. Возможно, в пробах найдут органику или другие биомаркеры. Исследователей также заинтересовала окраска небесного тела, которая может быть маркером его обитаемости. Какой мы увидим Европу во время космического путешествия? Она выполнена природой в красных тонах. Специалисты НАСА предположили, что красный оттенок Европе могут придавать микробы. Хотя поверхность Луны в основном состоит изо льда, данные показывают, что она странным образом отражает инфракрасное излучение. А инфракрасные спектры некоторых земных бактерий-экстремалов имеют красный и коричневый цвет. Хотя бактериям может быть трудно выжить в скудной атмосфере и при ужасной температуре поверхности Европы в минус 170 градусов Цельсия, у жизни там неплохие шансы. Она может развиваться в более теплых, жидких недрах Луны, а геологическая активность спутника способна периодически извергать их и замораживать на поверхности, придавая ей красный цвет.
Ученые называют Европу и Энцелад наиболее многообещающими кандидатами в обитаемые миры. Обе эти луны разогревают гравитационное взаимодействие с их планетами-хозяйками – Юпитером и Сатурном, а также соседними спутниками. Все модели лун показывают, что их океаны зажаты между тонким ледяным слоем сверху и скалистым слоем снизу. Это открывает возможность взаимодействия воды и камня. В результате в океан способны попасть биологически перспективные химические вещества. Жизнь в таких мирах может быть представлена мириадами бактерий, трубчатых червей, моллюсков и других созданий. Они процветают вокруг жерл гидротермальных источников на дне океана Земли. Такие существа питаются не солнечным светом, а веществами, которые выбрасывает через вентиляционные отверстия источник. Словом, у этих лун много заявок на обитаемость. Тем не менее, большинство ученых пока что не относят Энцелад и Европу к самым подходящим местам для поддержания жизни. Долгое время лучшим кандидатом считался Марс. И вдруг некий выскочка решил потеснить лидера. Вперед рвется один из 146 спутников Сатурна – Титан. Но Марс сдаваться не намерен. Чтобы немного развлечься во время нашего космического путешествия, давайте устроим условный баттл между этими соперниками. Они будут бороться за звание самого перспективного для поддержания жизни небесного тела в Солнечной системе. Не теряйте время, занимайте место в первых рядах. На скамейке запасных ждет своего часа горячая пара игроков – Венера и Меркурий. О первой из планет мы уже говорили. Облака Венеры могут быть обитаемы, только вероятность этого пока мало подтверждена. Меркурий так и рвется вступить в бой. Но есть ли хоть какие-то шансы у этой планеты? Она расположена у самого Солнца. На ее горячем полушарии, всегда расположенном лицом к звезде, любую жизнь сразу же испепелит безумный жар, а на холодной стороне подвергнет глубокой заморозке. Хотя некоторые ученые полагают, что у соседа Солнца не все так плохо. На полюсах Меркурия климат стабильный и могут быть ледяные шапки. Настоящая Эльдорадо для живых существ с постоянной температурой, запасами воды. Да и солнечной энергии в небе хоть отбавляй. Даже если зонтик – магнитное поле, который защитит от смертельного излучения. Правда, этот щит нельзя назвать надежным. Магнитное поле Меркурия равно всего примерно 1% земного. Кроме того, зонд Messenger заметил, что некоторые части планеты похожи на швейцарский сыр. Дырочки в нем – уникальные подземные лавовые трубы. Колонии микроорганизмов внутри этих труб окажутся защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Впрочем, версия того, что лавовые трубы кем-то заселены, не подкреплены никакими фактами. Так что Меркурий с Венерой пока отдыхают. А мы сосредоточим внимание на поле боя. Там уже разминаются противники, выдвигая одинаковые козыри. И на Марсе, и на Титане достаточно залежей водяного льда. К тому же на поверхности обоих небесных тел обнаружены органические соединения. Пока игроки остаются на равных. А затем Марс наносит первый удар. Простой, но эффективный. Красная планета более теплая, а значит перспективная для живых существ. Правда, по нашим меркам и там царит жуткий холод, в котором невозможно выжить. По расчетам ученых, на спутнике она опускается до немыслимых показателей в минус 180 градусов Цельсия. Поверхность Марса обычно в 3 раза теплее, что позволяет ему все же вырваться вперед. Однако Титан хорошо подготовленный противник и не думает отступать. Ученые выяснили, что на Луне, вероятно, есть участки, покрытые туманом. Это явление способно значительно смягчить холода. Некоторые снимки зонда Гюйгенс, который приземлился на берегу одного из этих водоемов, показали там метановую дымку. Чем не туманный Альбион для обитателей Титана? Тем временем Луна добивает противника своей плотной атмосферой, которая на 90% состоит из азота и углеродов. Она выступит надежным щитом от метеоритов и излучения. Атмосферное давление на Титане тоже подходящее. Его показатели достигают примерно 1,5 атмосфер, что вполне комфортно для человека. На Марсе же давление составляет лишь 0,6% земного, а сама атмосфера очень тонкая и дырявая.
Подобный зонтик толком не прикроет от радиации и метеоритов. Планетолог НАСА Аманда Хендрикс вообще считает Титан идеальным местом для внеземной жизни. А что же Марс? Согласитесь, он тоже достойно выступил в этом батле. Возможно, кто-то из вас, дорогие путешественники, отдаст предпочтение именно ему, ну а реальное положение дел покажут только будущие исследования. Мы еще очень мало знаем о космических глубинах, так что не исключены любые сюрпризы, и астрономы советуют об этом не забывать. Стратегии поиска жизни можно использовать в совершенно экзотических, но перспективных местах. Не хотите в гости к ужасным космическим монстрам? Это опасные гравитационные аномалии, но нам придется подобраться к ним поближе. Опытные космические путешественники, конечно, уже догадались, что речь идет о черных дырах. Недавно ученые из Чешского университета Палацкого предположили, что монстры способны поддерживать жизнь. Конечно, речь не идет о поселениях каких-то существ рядом с дырой. Своей безумной гравитацией она разорвет на куски и проглотит любую материю. Но кто бы мог подумать, что зловещие дыры время от времени могут выступать аналогом Солнца. По крайней мере, для определенной группы планет, на которых присутствует жизнь. Согласно закону термодинамики, для этого нужна разница температур, что обеспечивает постоянное поступление полезной энергии. Для Земли такой тепловой контраст создает Солнце, которое гораздо горячее окружающей среды. Но для других планет разницу температур может создать некий странный перевертыш. Как известно, некоторые черные дыры очень холодные, а окружающее пространство согревает тепло, оставшееся после большого взрыва. Это и есть та самая необходимая разница. То есть черные дыры могут выступать в роли холодных солнц. Чешские ученые также предположили, что спустя миллиарды лет, когда выгорят все звезды Вселенной, жизнь может перебраться поближе к черным дырам. Не исключены и другие не менее экстремальные варианты, например, развитие жизни в космической плазме. На первый взгляд это кажется выдумкой. Недавние исследования подтвердили, что неорганическая пыль в плазме частично ведет себя как живая. При определенных условиях она образует сложные соединения. Эти структуры могут взаимодействовать друг с другом способами, которые обычно ассоциируются с органикой. До сих пор физики предполагали, что в космической плазме твердые частицы просто создают образование типа нитей, а новые компьютерные модели показали нечто совершенно невероятное. Подобные нити обладают высокой способностью к самоорганизации, скручиваясь в подобие штопора или спирали. Но это еще не самое удивительное. Такие образования взаимодействуют и изменяются по типу ДНК и белков. Странные штопоры и спирали научились, например, делиться или раздваиваться, создавая две копии исходной структуры. Подобные копии взаимодействуют между собой, вызывая взаимные изменения, и даже могут эволюционировать. При этом в плазме остаются самые приспособленные копии, а менее стабильные разрушаются. Так что, возможно, сейчас в каком-то космическом облаке плазмы живой штопор спокойно проходит свой этап эволюции и совсем не рассматривает вариант того, что жизнь должна походить на земную. Так же, как и наномикробы, которые мирно живут прямо на нейтронной звезде. Американские астрофизики считают, что во многом они больше похожи на планеты, чем на обычные светила. Например, поверхность нейтронных звезд упругая и подвижная. Микросущества для жизни в тех условиях, скорее всего, примут форму плотно упакованных ядер, которые связаны вместе в ядерные молекулы. Жизнь звездных существ должна быть очень коротка. Ядерные реакции происходят гораздо быстрее, чем химические. Если они существуют, то живут буквально минуты. Мы обнаружим их только когда сможем под микроскопом рассмотреть поверхность нейтронных звезд. Конечно, безумно интересно будет с ними познакомиться, но все же мы мечтаем увидеть других инопланетян, зеленых человечков с большими головами, разумных кальмаров или ящеров. Фантазировать можно сколько угодно, только, как известно, фактов о реальном облике инопланетян пока нет.
Но ученые не теряют надежду найти в космосе наших братьев по разуму. Для этого прежде всего исследователи хотят выяснить так называемые техногенные маркеры. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра считают, что подсказку могут дать древние звездные скопления. Авторы исследования утверждают, что в Млечном Пути скрывается примерно 150 компаний ископаемых светил, которые существуют примерно по 10 миллиардов лет. То есть они, по сути, почти ровесники галактики. В этих сообществах вполне могут находиться очень старые планеты с благоприятными условиями для поддержания жизни. Ученые уверены, что на планетах древних звездных скоплений давно появилась жизнь и эволюционировала до разумных форм. У цивилизаций там было достаточно времени, чтобы создать суперпродвинутые технологии. Они могут путешествовать между звездными скоплениями и общаться с обитателями соседних планет. Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики намерены обсудить свои выводы с учеными Института Сети и составить перечень наиболее перспективных звездных скоплений для обнаружения там следов внеземного разума. В свою очередь, эксперт НАСА Эллен Стофан предлагает обратить внимание на слишком яркое излучение какой-нибудь системы, которая не соответствует температуре своей звезды. Не исключено, что эту область пространства дополнительно освещает некая развитая цивилизация. Но потемнение звезды или ее странное подмигивание тоже способны многое подсказать. Ученые из университета штата Луизиана говорят о присутствии разумной жизни на звезде KIC 846-2852. Она примечательна сменой интенсивности своего излучения, которое со строгой периодичностью колеблется на 22%. Исследователи объясняют это тем, что звезда окружена сферой Дайсона, которую создала живущая в ее окрестностях инопланетная цивилизация. Сфера Дайсона — это концепция инженерного проекта, который гипотетически реализуют чрезвычайно развитые сообщества. Они возводят специальные мегаструктуры вокруг светила, чтобы использовать для своих нужд всю его энергию. Чтобы найти сферы Дайсона, а точнее их техносигнатуры, открыт специальный проект под названием Гефест. В нем участвуют исследователи из Швеции, Индии, Великобритании и США. И недавно они сделали потрясающий вывод. Возможно, техносигнатуры сфер Дайсона уже обнаружены. Но эти подсказки не удалось расшифровать, и они затерялись среди огромного объема астрономических данных. Астрономы решили порыться в своих закромах и действительно вытащили немало кандидатов на сферу Дайсона из архивов аппаратов Gaia DR3, TUMAS и WISE. Обработка подобных данных требует сложных методов по объединению и анализу информации. В частности, следует выявить избыточное инфракрасное излучение, которое может свидетельствовать о работе сфер Дайсона. Важно отличать его от сигнатур природных объектов, которые также могут выделять инфракрасные лучи. После сложной фильтрации миллионов объектов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Эти кандидатуры нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы окончательно определить их природу. Исследование планируется провести с помощью оптической спектроскопии. В то же время ученые признают, что сигнатуры могут иметь другие объяснения, такие как следы от облаков дисков или самих протопланетных дисков молодых звезд. Будущие исследования покажут, удалось астрономам выявить реальные техносигнатуры, либо нет. В целом же специалисты американского космического агентства НАСА обещают обнаружить инопланетян в течение 20 лет, причем как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Речь, конечно, идет только о прогнозе, но, согласитесь, такое предсказание никого не может оставить равнодушным. Знакомство с инопланетянами. Это было бы величайшим открытием, которое мы давно ждем. Ученые надеются, что их стратегия поиска инопланетной жизни раскроет и другие тайны Вселенной, а также поможет найти верный ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Исследования будут осуществляться с помощью современных технологий и оборудования. Астрономы возлагают большие надежды на чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Эта обсерватория должна вступить в строй предположительно в 2027 году.
С помощью гигантского 39-метрового зеркала обсерватории астрономы получат возможность более пристально изучить экзопланеты и возможности существования жизни на некоторых из них. Что они найдут в небе? Человекоподобных существ или просто микробов? В любом случае, мы, космические путешественники, проложим туда маршрут.